С наступлением холодной осени, а местами и зимы, у большинства людей, в том числе и у меня, возникает желание уехать в теплые страны. По пути домой зашел в туристическое агентство посмотреть цены на горячие путевки. И самый экономичный вариант оказался это турецкий берег моря. Но я решил поехать своим ходом. Здесь могла быть реклама Aviasales, но нет. Донаты для моего канала по ссылке в описании. Обычно об этом говорят в самом начале видосика. В этом выпуске вы увидите, чем можно заняться на турецком побережье Средиземного моря вне сезона. Ведь не все время пить коктейльчики и чилить на пляже, ну или гулять по пляжу. Я, например, выбрал поход в почти забытый город Сиедра в Алании. Ну вот я и на берегу Средиземного моря, в турецкой Алании. Сейчас здесь плюс 20-25 на солнце, температура воды плюс 16-18, купаться можно, но пляж за моей спиной пустой. Сейчас пойдем посмотрим, сколько стоит аренда квартиры на месяц. Цена на апартаменты 1+1 вне сезон в Алании начинается от 400 и доходит до 600 евро. И, конечно, все зависит от комплекса и его удобств, таких как зимний бассейн, тренажерный зал, сауна. Я же арендовал 1+1 с помощью агентства недвижимости Матакса. Кстати, делал интервью с совладельцем агентства летом. Можно посмотреть по ссылке в описании. Все включено с мебели, бытовой техники, 45 квадрата. Этому агентству недвижимости можно доверять. Ну а я взял у них более дешевый вариант 1+1 за 400 евро в месяц. И еще хочу заметить, в Алании вне сезон ночная жизнь вовсю кипит. А днем можно приятно прогуляться по набережной, искупаться и съездить на экскурсию. В Алании можно не только купаться на море, но и совершать пешие восхождения вот на такие холмы, как за моей спиной. Передаю камеру, бери. Еще, возьми, ага. Фу, ведь всегда интересно посмотреть сверху вниз. Сейчас только доберусь чуть повыше и покажу Аланию с высоты. Блин, как же жарко, просто обалдеть. С меня уже 7 потов сошло. Все, пойдем дальше. Для более ясного понимания предстоящего восхождения, нагляднее всего будет показать это с высоты. Итак, мне нужно преодолеть 400 метров подъема по серпантину. Сначала прямо, потом один поворот налево, резкий подъем, далее направо, снова налево, резкий поворот направо, далее почти прямо и попадаем на неофициальную смотровую площадку и... Наконец-то я добрался на самый холмик. За моей спиной, как видно, люди тоже делают селфи на фоне вот этой самой классной панорамы, как мне кажется, Алании. Сейчас я вам ее тоже покажу. Вот Алания с высоты птичьего полета. Вот там вот холмик, вдающийся в море, или выпуклый такой в море. Это вот крепость Алании. За этим холмиком идет точно такая же набережная, километров 25 еще по берегу моря, и там все это тоже Алания. То есть в длину Алания порядка 50 километров, примерно так. В глубину, ну вот как до этих холмов или гор. Зато вон там люди классно живут. У них там и бассейн, и на горе. Тишина, покой. Наслаждаются. Если будете в Алании, рекомендую посетить это место, но подниматься сюда лучше на машине, а мне предстоит еще довольно значительный подъем к забытому веками городу Сиедра.
Дошел до горного поселка с правой стороны моря, за моей спиной. И подо мной, можно сказать, Алания. Фух, я запыхался. Очень жарко. Уж очень, поверьте мне на слово. Вот так вот выглядит мое лицо сейчас. Весь вспотел. Но мне предстоит еще идти, ну, примерно столько же, но уже через лес. Там хотя бы тенек. В этом горном поселке я встретил Галину, которая, заметив мое уставшее и вспотевшее лицо, любезно напоила меня водой и предложила показать дальнейший путь к Сиедре через гористый лес и оливковый сад. Воздух здесь, конечно, суперский. Зовут Галина, живет на горе, вот здесь, в этом лесу, можно практически сказать. Да. Сейчас мы идем, поднимаемся на город в город Сиедра. Это тут недалеко, как говорит Галина, но сейчас посмотрим. Дойдем пешком, все покажу тоже. В этом прекрасном хвойном лесу местные жители находят приятную тень и отдых от солнца. По пути Галина вспомнила те времена, когда баллон воды 19 литров. Раньше я приехала, он был 6 лир, а сейчас он 100. Да, я тоже заказал воды 100. Да, 100 лир, он говорит, положи под бак. Я, говорит, это привезу новую, полную. Как выяснилось, она здесь живет уже более 10 лет. Хорошо знакома со всеми жителями соседних домов, знает почти все, если можно так сказать, тайные тропинки этой местности, а также знает многие особенности жизни в Алании. И, конечно, она часто бывает в заброшенном городе Сиедра, все-таки живет недалеко. И многое из того, что мы сейчас увидим, откапывали на протяжении долгих 15 лет, особенно активно в последние 2-3 года. Это все откопали, этого ничего не было. Ничего. Это была гора, засаженная деревьями. Это сейчас увидишь, что откапано. Ну, пойдемте дальше посмотрим. Ну как, ты не устал или устал? Не, нормально. Просто видишь, потому что мы идем медленно. Примерно через 5 минут мы оказались в Сиедре, на ее небольших улочках, которые, по словам Галины, были откопаны лишь в том году. Нижний ярус. Очень большой город. И самое время упомянуть несколько фактов о Сиедре. В период расцвета Римской и Византийской империи Сиедра была процветающим городом и важным торговым центром. Здесь жило около 5000 жителей, и город славился своими величественными зданиями и мозаиками. Как оказалось, мы вошли в Сиедру не с главного входа. Обычно туристы приходят с другой стороны и попадают на эту улицу лишь в конце своего путешествия. Вот что-то вот здесь, видишь, что-то откопали. А что это было? Вот они же знают, что тут было. Да, интересно, вот, или кузня какая-то, ну, может быть, это вот, скорее всего, может быть, улица была ремесленников. Может быть, что-то. да. Мы не знаем. Короче, эти знают. Интересно, вот это вот древняя улица города Сиедра. Это еще, скажем так, у подножия, это город еще дальше, выше есть. Нет, вообще улицы были у моря. А, там у моря что были? Там копают. Это уже может быть обслуживающий персонал жил. Никто не знает никак. Не знает? Ага. Галина верно заметила, никто не знает, что здесь было. В настоящее время ведутся раскопки лишь верхнего слоя земли, состоящего из обычных камней и глины. Древний город, по всей видимости, находится глубже, ведь обнаруженные фрагменты остатков стен на текущем этапе, на мой взгляд, не соответствуют архитектурному стилю Византийской или Римской империи. Посмотрите на примере представленных фото, из каких блоков и материалов возводили свои сооружения строители Римской и Византийской империи. Здесь, в Сиедре, мы видим, использовались мелкие камни, а между ними, по всей видимости, глина. У меня возникает несколько вопросов. Возможно ли, что в X веке сельджуки пытались реставрировать эти сооружения? Ведь, судя по кладке, на римские блоки были положены мелкие камни. И, скорее всего, так оно и было. А что же тогда произошло с настоящим римским городом? Что заставило его почти полностью исчезнуть? Землетрясение, ледник или наводнение? Гуляя по откопанным улицам, ориентироваться легко, благодаря многочисленным указателям. Кругом ступеньки. Ну вот, появился снова человек.
и откапывает древний город Сиедру. Деревья со временем спилят, поверхностный слой земли тоже уберут. Вот они откапывают, вот он. Видно, что прям ковшом здесь взяли. И лет через 5 здесь будет полноценный древний город Сиедра, где можно ходить по улицам. Ну, естественно, будет уже платный вход, скорее всего. И вот тут есть большая лестница, которая, ну, не то чтобы парадная и помпезная, но очень широкая. Вот сейчас по ней поднимаемся. Вот мы почти на высоте. Дойдя до главной улицы города, я заметил, что раскопки, по всей видимости, начались именно отсюда. Вот здесь красиво, прям колонны стоят. За моей спиной улица Колоннады, или Колоннадная улица. А вот здесь вот баня. О, фрески, вижу фрески, вон они. Сейчас я покажу. Эти фрески, обнаруженные здесь в 2019 году, представляют собой ключевой объект интереса для путешественников. До 2024 года они хранились в тайне из-за опасений повреждений и вандализма, обусловленных их исключительной сохранностью. Это панно, 164 квадратных метра, находится на полу бывшей римской бани. Заслуживает внимания тот факт, что, пролежав почти 2000 лет под землей, мозаика сохранила свой естественный вид. А вот мозаика неподалеку уже сохранилась не в таком отличном состоянии. Меня заинтересовало, откуда они взяли так много пресной воды для бани. Ведь мы находимся на высоте 400 метров над морем. А Галина вспомнила то время, когда 10 лет назад здесь... А вот эта улица главная тоже землей была все завалена? Мы когда уже приехали, здесь валялись 6, может, каких этих колонн, так мы смеемся с мужем, что, наверное, турки себе во двор забрали. И все, улочка была, не было же нет копа на этой улице. А там же видели, как это такие вот, этого ничего не было. Просто валялись колонны и кусочек стены вот этой был виден. Все на этом. Ввиду небольшого количества туристов и тем более охранников, здесь представляется возможность спокойно осмотреть все уголки и ощутить себя незначительной частицей в масштабах этого давно заброшенного города. Очень узкая улица, точнее проход. Даже непонятно, для чего он сделан. Ох, вышел. И куда я вышел? Я не знаю. Тем временем день незаметно подходил к концу. Ну, честно сказать, даже вечером здесь лазить достаточно, ну, жарко. Ох, как красиво. Вот это да. Вот это панорама. Да, очень красиво. После осмотра почти всех улиц этого античного города мы спускаемся вниз. По пути я заметил камень с надписями на древнегреческом языке. Я попытался перевести их, и вот что у меня получилось. Возможно, у вас получится лучше. Напишите в комментариях. По пути нашего следования мы увидели, согласно указателю, древний храм. Однако следует отметить, что несмотря на обилие информационных табличек, содержащаяся в них информация весьма скудная. Да. Потому что, видишь, ступеньки были. Да, Значит, да, да. где-то там глубоко идет еще что-то, и он такой высоты маленькой не может быть. Да, значит, он больше, естественно. Но получается, здесь, наверное, на полу те же фрески, мозаика какая-то есть наверняка. Ну, что-то есть, мы не знаем. Да. Кругом ступеньки. Ну, воздух здесь прям, вот я дышу этими елками, соснами. Прям обалденно. Вот я сплю так каждый Да. день, там же такой же у меня воздух. Да, супер. Воздух, как здесь, как говорят, хоть ножом режь и на экспорт отправляй. Да,
Корни, вот это. Это ж не все было, было лес. Да, я Лес. понял. Ты теперь понимаешь это или нет? Весь город заросли лесом. Да, 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 да. да. Мы этого ничего не видели. Вот это. Обалдеть. А теперь все это откопали. На данный момент времени сняли от 5 до 10 метров слоя земли, и перед нами видна лишь часть городских улиц. Я надеюсь, что через 10 лет мы увидим настоящий римский или византийский город во всей красе, и, возможно, он будет выглядеть как-то вот так. А также, возможно, историки узнают, по какой причине и почему этот город был заброшен. Пройдя сквозь чащу леса, мы вышли к непонятному сооружению. Возможно, последние жители этого города, сельджуки, использовали его как тюрьму, но скорее всего это цистерны, возраст которых составляет не менее 2000 лет. Примечательно, что подобные сооружения используются в современных городах. В конце нашего путешествия по Сиедре мы решили остановиться у источника, чтобы насладиться вкусной питьевой водой. Пришлось немного подождать, так как желающих было немало. Немного ниже по склону мы встретили пастуха, который, как мне показалось, пас коз прямо на месте исторического памятника. Ведь под многометровым слоем земли покоится Сиедра, которая ожидает возвращения людей, ведь однажды по ней вновь будут гулять и отдыхать, как много веков назад. Пройдя еще 2 километра по горному лесу, я заметил, как быстро темнеет. А когда добрался до неофициальной смотровой площадки, увидел внизу переливающиеся электрическим светом огни Алании.